Всем добрый день! Сегодня 17 августа 2023 года, Москва, главный ботанический сад. А с вами Марина. И вот там, за верхушками деревьев, вы можете увидеть шпиль Останкинской телебашни. Ну, а мы с Ромой идем дальше, в сторону ВДНХ. Вот мы подошли поближе. И теперь Останкинскую телебашню можно рассмотреть во всей красе. А это Рома, мой младший сын, приближается. Вот сегодня мы в компании с Романом ходим, гуляем. И мы пойдем сейчас на ВДНХ. А вот через этот мост мы сейчас совершим переход из ботанического сада в Останкинский парк. Вот там находится Останкинский парк. А потом мы пройдем через парк левее, вот в ту сторону. Там начинается территория ВДНХ. Или ВВЦ еще называют. Вот это пруд такой замечательный. А мы идем в Останкинский парк. Наверное, Вот мы прошли немного из Останкинского парка, и похоже, что это уже территория ВДНХ. А вот это вы видите так называемую экотропу. Вот как на нее забраться, мы сейчас будем выяснять. Мы были уже один раз здесь. И это было, кажется, в 2020 году, летом, как только в Москве отменили режим самоизоляции. Мы обрадовались и пешком пошли, куда глаза глядят. Вот пришли на ВДНХ и вот обнаружили здесь эту такую экотропу. Такое сооружение, оно начинается вот там, наверное, вы можете даже увидеть вот такой мост. Заходишь, и он постепенно возвышается, возвышается. Вот сейчас мы с вами пройдем, и я все постараюсь заснять. Итак, вот она перед нами, экотропа. Вот здесь описание. Ландшафтный аттракцион экотропа находится в зоне ландшафтного парка «Природа дикая», части парка, где можно увидеть природу выставки в ее первозданном виде. Экотропа формирует прогулочный маршрут по заповедной территории Шереметьевской Дубраве. Основной породой является дуб черешчатый. Средний возраст деревьев превышает
150 лет, но нередко встречаются и 200-летние экземпляры. Благоустроенная территория Шереметьевской Дубравы создает все условия для знакомства с дикой природой ВДНХ и нового взгляда на историческое лесопарковое пространство. Высотные мостики поднимают посетителей на уровень крон и ведут через листву деревьев, позволяя увидеть во всей красе вековые дубы. Для комфортного отдыха и прогулок проложены новые дорожки с освещением, установлены парковые скамейки и детские площадки. И сейчас мы с вами поднимемся. Вот, пожалуйста, здесь еще информация на английском языке и вот правее на китайском, я так думаю, языке. Вот. Пожалуйста. Ну, это вот информация, а вот, собственно, сама тропа. Вот ее начало. Так. Правила пользования. Что можно, что нельзя, что запрещено. Итак, друзья, начнем наше восхождение. Вот тут немножко шумно, отдыхающие люди вокруг, оживленно. Вот я пока дубов обещанных не вижу. Ну, тут осины, кажется. Вот мы поднимаемся уже выше, так незаметно, но уже поднялись достаточно. Наверное, высота двухэтажного дома. А мы идем дальше и все выше и выше. Вот передаю камеру Роману. Вперед! Здесь информация. Вот, видимо, здесь обитает ястреб-перепелятник. Ястреб-перепелятник. Ну, а мы идем дальше. Вот сосны перед нами. Мы еще повыше чуть-чуть поднялись. А дубов пока мы не встретили. Здесь другие разные деревья. А вот клены я вижу. А вон, кажется, дуб. Друзья мои, вот он, дуб. Только вот его крона высоко. Высоко. Вот там в небе. Ага, вот он, дуб. Вот он такой ствол могучий. Мы еще выше поднялись, наверное, на высоте уже трехэтажного дома. Вот.
Идем дальше. Вот клен тоже такой столетний, высокий. Вот тут такая развилка для туристов. Ребята, еще выше поднялись. Еще выше. Вот с высоты можем наблюдать вот там детская площадка. Вот клены, березы. Все такие деревья прямо уже вековые, можно сказать. Ой, мы так постепенно, незаметно, поднимаемся все выше и выше. Вот так экотропа. Интересное очень сооружение. Вот ствол такого высокого дуба. Листья на нем завяли почему-то. А вот это клен прям перед нами. Можно рукой достать. Это липа. Тоже такая высокая, столетняя. Удивительно, деревья здесь такие стройные и высокие. Они в высоту разрастаются вверх. Вот смотри, правда, камера вот на смартфоне, она так не передает глубину и высоту. Но уже, наверное, четырехэтажный, да, такой дом. Уже даже мост трясется так слегка. Но не страшно. Надеемся, что это надежная конструкция. Клены, осины, липы, дубы встречаются нам на нашем пути. И удивительно, что вот мы на высоте как бы деревьев. То есть не у подножия, где они растут, да, а вот за счет того, что эта тропа приподнимается, идет ввысь, мы можем наблюдать эти деревья, как будто вот, если мы залезли вот на этот дуб. Так, тут вот уже настолько высоко, что опасно отсюда свалиться. И вот такая защитная сетка, и там что-то написано. Я плохо отсюда вижу. Ну, запрещено тут перегибаться, перелезать за ограждение, ну и так далее. Вот. Ну что ж, идем дальше. Потом включимся еще. А вот на стволе вот этой сосны мы даже сумели рассмотреть смолу. Так, дуб черешчатый. Вот он, этот дуб перед нами с обломленным стволом вот одним. Ой, какой высокий, даже невозможно передать. Ой, в небо камера. Вот он, дуб. Такой ствол у него. Здесь вот мы находимся примерно на высоте четырехэтажного дома, да, Ром? А мне кажется, что дальше уже тропа будет постепенно снижаться, выше уже. Хотя не знаю. Давай посмотрим. А вот это клен. Нет, кажется, мы идем еще выше и выше и выше.
Так, это, видимо, здесь обитает, сейчас плохо видно, серая неясыть. Птица средней величины из семейства совиных. Я, кстати, видела сов вот здесь в ботаническом саду, но тут все вот рядом. Как бы на территории леса она переходит из одного сада или парка в другой. Ведь раньше здесь был просто лес. Так, идем все дальше и выше, выше, выше. Белка обыкновенная вот здесь обитает. Я много белочек здесь видела. И зимой, и летом. Вот. А наша экотропа, кажется, уже выше не будет подниматься, а постепенно уже идти под уклон. Ну вот сейчас там люди фотографируются, а потом мы пойдем дальше. Вот, друзья, теперь наша тропа постепенно снижается. И сейчас уже мы спустимся на землю. Ну вот мы и спустились с другой стороны тропы. И теперь идем гулять по ВДНХ. Переделали по итогу, блядь. Они опять? Первое, что интересного из павильонов нам попалось на пути, это вот этот павильон книги. Мы зашли туда внутрь, но там внутри видеосъемка запрещена. Там очень интересно. Можно приобрести книги, купить такие интересные издания, современные издания. Они такие редкие, очень интересные. Там люди сидят, читают, ну, типа читального зала. Многие в ноутбуки свои углубились. Ну вот снимать нельзя. А мы идем дальше. Вот он, фонтан «Дружба народов». Главное украшение фонтана – это бронзовые скульптуры, покрытые сусальным золотом. Это 16 женских статуй, символизирующих 16 союзных республик. Ведь в бывшем СССР вплоть до 1956 года существовала отдельная Карело-Финская ССР, затем включенная в РСФСР. И республик уже стало 15. Каждая девушка-республика одета в национальный костюм и держит в руках плоды земледелия. На период открытия фонтана бывшие союзные республики, согласно действующей Конституции, ранжировались по численности населения. В этой-то последовательности и были выстроены фигуры по часовой стрелке. И так получилось, что на переднем плане, если смотреть на фонтан от главного павильона, стоят 3 славянские республики – Украина, Россия, Белоруссия. Это если смотреть слева направо. Но отсчет идет по часовой стрелке. И первая фигура символизирует РСФСР. Это девушка в сарафане с косой вокруг головы. В правой руке она держит сноп пшеницы, а левую руку она возвела вверх и как бы приветствует гостей, вошедших через центральную арку. Следующая – Украинская ССР.
Девушка с цветочным венком на голове, фигуру украшает пшеница, подсолнух, виноград. Главные символы сельского хозяйства республики. Затем следует Узбекистан. Фигурка девушки держит в руках хлопок, одно из главных достояний республики. Потом идет Грузинская ССР. Стройная девушка в красивом национальном костюме в руках держит грозди винограда, символ грузинского виноделия. После Грузинской ССР следует Литовская ССР. Девушка с лентами в волосах, юбка развивается на ветру, в одной руке держит лен и ячмень, в другой цветы и дубовые листья. Следующий идет Латвия. Девушка в национальном костюме, украшенном брошью. В правой руке девушки мы можем увидеть колосья. Когда я вела съемку, я просто шла по кругу, чтобы показать скульптуры общим планом, ну и все, что рядом и вокруг. А идея рассказать немного о каждой фигуре пришла потом. Поэтому, друзья, прошу меня простить, что камера гуляет по сторонам. Вы можете остановить видео, чтобы рассмотреть подробнее, если чем-то заинтересовались. После Латвийской ССР идет Таджикская ССР, а потом Туркменская ССР. Девушка-таджичка одета в национальное платье свободного кроя, в прическе множество заплетенных косичек, но издалека не видно. Левой рукой фигурка приветствует зрителей, в правой руке хлопок. Рядом у туркменской девушки две косички наперед. Это хорошо видно зрителю. На голове знаковый национальный головной убор. В руках фигурки тоже хлопок. Далее идет Карело-Финская ССР. В левой руке девушка держит цветы. Возле ног скульптуры мы видим растущую елочку. Следующая Эстонская ССР. На девушке юбка чуть ниже колен. На голове характерный высокий головной убор. Левой рукой она приветствует зрителей. Украшают скульптуру сосновая ветвь и пшеничный колос. Следом идет Армянская ССР. Длинное платье. В руках девушки виноград, символ республики. Правая рука вниз, левая вверх. Далее идет Молдавская ССР. На фигуре полудлинная юбка. Девушка держит в правой руке кукурузный початок. Под ногами скульптуры виноградная лоза. За Молдавской ССР идет Киргизская ССР. Характерный восточный головной убор. Девушка держит в руках за спиной гирлянду из цветов и хлопка. Надо сказать, что скульптуры, олицетворяющие Молдавскую ССР и Киргизскую ССР, перепутали местами, но не стали переставлять, так и оставили. Потом идет Азербайджан. Эта девушка-республика тоже держит в руках хлопок, ведь хлопок – это белое золото и также достояние этой республики. На фигуре длинная юбка, правая рука вниз, левая вверх. Следующая Казахская ССР. Статуя держит в правой руке сноп пшеницы, в левой цветок. На девушке характерный национальный головной убор из перьев. Далее Белорусская ССР. Девушка, сельская труженица в косынке. В левой руке держит лен, в правой яблоко. И правая рука этой статуи протянута в сторону россиянки. Вот мы и прошли по кругу
С России начали, к России и вернулись. Гулять по выставке можно бесконечно. Здесь много красивых площадей, аллей, архитектурных сооружений, памятников. Большинство павильонов построено в советский период. Эти павильоны изначально служили для экспозиций союзных республик и регионов РСФСР. Со временем здесь многое поменялось, появилось что-то новое, современное. Тут много интересного. За один раз все не обойти. Всем людям на планете желаем мира и добра, крепкого здоровья и счастья, содружества и взаимопонимания, мирного сосуществования и процветания. Совершив длинную пешеходную прогулку обратно домой, мы уже решили поехать на метро. И вот мы идем в сторону станции метро ВДНХ. Спасибо за просмотр.